Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Посмотрите, какой он нарядный. Здесь много рельефных элементов. Я пришила красивую пуговицу. Она выполняет даже роль брошки. От выбранной пуговички зависит и общий вид воротничка. Можно также сделать завязки. Это кому как больше нравится. Вот у меня еще такой же воротничок, выполненный в другом цвете, цвет пудра, также с пуговичкой. В этом видео мы с вами все подробно разберем, шаг за шагом, ряд за рядом, столбик за столбиком, как его связать. Если вам нравится такой воротничок, ставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, все это помогает продвижению канала. Хочу напомнить вам, что вы можете поддержать канал. Я ссылку оставлю под этим видео. Такой воротничок можно связать на любой размер. Это зависит от длины набранной начальной цепочки. Потом мы с вами все подробно разберем. Ширина такого воротничка у меня получилась 10 сантиметров. Про нитки также скажу позже. Конечно же, зависит все от плотности вязания и от крючка и ниток. Посмотрите, какой он красивый, нарядный. Я думаю, украсит любое платье, блузку, футболку. Ну, каждая мастерица найдет применение такому великолепному воротничку. Схема состоит из 12 рядов. Вязать его несложно. Так что присоединяйтесь, вооружайтесь крючками и нитками, и в конце видео мы с вами свяжем такие воротнички. Можно связать любым цветом, подходящим под наряд. Белый, конечно же, смотрится празднично. Такой пудровый цвет тоже очень красивый. Этот пудровый воротничок я вязала из ниток хлопок мерсеризованный от Камтекс. В 50 граммах 200 метров, значит в 100 граммах 400, чтобы вы рассчитали толщину нити. И цвет я выбирала, если интересно, цвет пудра 0,67. Крючок использовала для него 2 миллиметра. Сейчас хочу вязать белый воротничок. Буду вязать из ниток ромашка. В 75 граммах 320 метров. Я посчитала на калькуляторе. Получается в 100 граммах 426 метров. Ниточка чуть-чуть потоньше. Там было в 100 граммах 400 метров, здесь 426. Ну, примерно такая же. Крючок буду использовать не 2 миллиметра, а 1,95. Мне кажется, он хорошо подходит. Вот 1,95. Ушло меньше 50 грамм на этот воротничок. Ниток еще, как видите, осталось прилично. Так что мотка ромашки, я думаю, конечно же, хватит, если он 75 грамм. Так, ну попозже я взвешу и скажу, сколько весит и этот воротничок, и беленький. Итак, делаем начальную петлю. Три воздушные. 1, 2, 3, накид, и в начальную петлю провязываем столбик с накидом. Вот такая капелька получилась. Снова 3 воздушные. 1, 2, 3, накид, в третью петлю от крючка. 1, 2, 3, столбик с накидом. Еще одна капелька. 3 воздушные. 1, 2, 3.
в третью петлю столбик с накидом. Вот такие звенья цепочки у нас получаются. Продолжаем вязать самостоятельно до нужной длины. Вот такие петелечки. Их количество должно быть четным. Я наберу 44 вот таких звена. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, набрали цепочку. Начальный, это первый ряд у нас. 44 звена у меня. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Накид. Вот так расщепляем звено первое и в арку под столбик с накидом. В середину вот этого колечка провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же второй и третий. Одна воздушная, накид, переходим к следующему звену и также в середину под столбик с накидом провязываем 3 столбика с накидом. У нас в каждое звено будет провязываться группа из 3 столбиков с накидом. Одна воздушная, к следующему переходим и также 3 столбика с накидом. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Между группами арка из одной воздушной петли. Провязали 3 столбика с накидом в последнее колечко. И теперь делаем столбик с накидом в начальную воздушную петлю. Это кромочка воротника. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем. Накид. Пропускаем 3 столбика и в арочку из одной воздушной петли провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Вот такая ракушка из 4 столбиков, посередине арка и из 2 воздушных петель. Далее накид, пропускаем 3 столбика и в следующую арку из одной воздушной петли делаем 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом в эту арку. Накид. В следующую арку вяжем ракушку из 4 столбиков, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в эту же арку. Ракушечка готова. В следующую арку вяжем галочку, столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом. Так чередуем. Ракушка, галочка, ракушка, галочка. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю ракушку в арку из одной воздушной. Накид. И провязываем столбик с накидом в вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. Вот у нас начальный столбик, в его вершину. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4, 3 воздушные петли, разворачиваем, делаем 2 накида
И вокруг столбика с накидом, вот первый на ракушке, провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Заводим крючок спереди назад. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида. Вокруг следующего столбика, второго на ракушке, также провязываем столбик с 2 накидами, рельефный лицевой. Его еще называют выпуклым. Накид. Теперь в арку из 2 воздушных петель провязываем ракушку. 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку, в середину ракушки. Провязали. 2 накида. Вокруг следующих 2 столбиков, 3 и 4 на ракушке, провязываем по рельефному лицевому столбику с 2 накидами. Первый, 2 накида. И вокруг следующего второй. Два накида. Пропускаем арку из 1 воздушной петли, вот на галочке. Переходим к следующей ракушке и также вокруг первого столбика ракушечки провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вокруг следующего второго столбика рельефный лицевой столбик с 2 накидами. В арку из 2 воздушных петель провязываем ракушку из 4 столбиков с накидом, посередине арочка из 2 воздушных петель. Так. И теперь вокруг 3 и 4 также провязываем по рельефному лицевому столбику с 2 накидами. Обвязали вторую ракушку. Переходим к следующей ракушке. Галочку вот эту мы пропускаем. И вяжем такую же комбинацию столбиков. Подошли к концу ряда. Провязали последние 2 рельефных столбика. И делаем столбик с накидом в вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваем. И теперь вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида. Первую ножку сплита мы провязываем. Вот у нас, давайте посмотрим с лицевой стороны. 2 столбика последние рельефные. Первую ножку вот за последний столбик, вторую ножку за следующий соседний столбик. Итак, сделали 2 накида и заводим крючок вот под этот столбик рельефный. Вот он у нас свободно ходит. Подхватили рабочую нить. Так. И закрываем 2 накида. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида. Вторую ножку провязываем за соседний, второй столбик. Рельефный лицевой, а у нас сейчас получается рельефный изнаночный. Закрываем 2 накида. 3 петли на крючке. Закрыли. Далее 2 воздушные петли, накид,
Переходим к арке из 2 воздушных петель, вот которая у нас на ракушке, и провязываем кластер из 3 столбиков с одним накидом. Вставляем крючок под арку, вытянули ниточку, закрыли накид, накид, сюда же вставляем, вытянули ниточку, закрыли накид, и третий раз накид, закрыли накид. 4 петли на крючке, закрываем за один прием. Провязали кластер из 3 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли, арка, и сюда же в эту арку провязываем еще один кластер из 3 столбиков с одним накидом. Первый столбик не до конца, второй столбик с накидом не до конца и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли, закрываем. 2 воздушные, арка, и в эту же арку провязываем третий кластер из 3 столбиков с одним накидом. 4 петли, закрываем. Вот такой цветочек, 3 лепестка, 3 кластера. Далее 2 воздушные петли, и теперь вяжем сплит. Давайте посмотрим с лицевой стороны. Вот у нас 4 столбика, 1, 2, 3, 4 рельефные. Вокруг них провязываем сплит из 4 столбиков с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида, вставляем крючок под первый рельефный столбик, закрыли 2 накида, накиды укладываем плотненько, ровненько, 2 накида, под следующий второй столбик, вяжем вторую ножку сплита, закрыли 2 накида, снова 2 накида, переходим ко второй паре, под следующий столбик провязываем третью ножку сплита, 2 накида, и под 4 столбик рельефный провязываем 4 ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца. Здесь они получаются на этой стороне у нас изнаночные. 5 петель на крючке, подхватили рабочую нить и закрываем все петли. Давайте посмотрим с лицевой стороны. У нас получается вот такой уголочек из 4 столбиков. 2 воздушные, арка. Переходим к ракушке и также в середину провязываем 3 кластера из 3 столбиков с одним накидом и между ними арки из 2 воздушных петель. Первый кластер готов. Второй. 2 воздушные и третий сюда же в эту арку. Сейчас вместе еще провяжем сплит. Вот. Цветочек из 3 лепестков готов. 2 воздушные и делаем сплит. 2 накида, вставляем крючок под первый столбик рельефный лицевой, вставляем его как бы сзади наперед, вот, чтобы у нас выпуклые столбики были все с лицевой стороны. Значит, с изнаночной стороны они у нас сейчас вогнутые. Так, вторая ножка, 2 накида, переходим к третьему столбику, третья ножка, мы эти столбики все объединяем общей вершиной и вокруг 4 столбика провязываем последнюю ножку, столбик с 2 накидами не до конца, 5 петель на крючке, закрываем. Вот, сплит готов. 2 воздушные петли. В следующую арку также вяжем 3 лепестка. Вот что у нас получается с изнаночной стороны. Продолжаем вязать самостоятельно. Вот так с лицевой.
Итак, провязали последние 3 лепестка, 2 воздушные петли арка, 2 накида, и вокруг последних 2 рельефных столбиков провязываем сплит из 2 изнаночных рельефных столбиков с 2 накидами. Первая ножка, 2 накида, и вокруг последнего столбика или первого предыдущего ряда провязываем вторую ножку, столбик с 2 накидами. Не до конца. Закрыли 3 петли на крючке, накид, и в вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем столбик с накидом. Оформляем край воротника. Вот так. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем, и вокруг последнего сплита провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Вставляем крючок под сплит, провязали начальный столбик рельефный лицевой. Так, далее 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем арку вот перед первым лепесточком, и в следующую арку между первым и вторым лепестком провязываем 5 столбиков с накидом. Первый, сюда же в эту арку второй, третий, четвертый и 5-й столбик с накидом. Группа из 5 столбиков. Накид, пропускаем следующий кластер, и в следующую арку между 2-м и 3-м лепестком также провязываем 5 столбиков с накидом. Четвертый и 5-й. 2 воздушные петли, пропускаем арку, и в следующий сплит из 4 столбиков вставляем крючок в петли. Нам нужно собрать их воедино. Вот 4 петли у нас на крючке. Провязываем рельефный лицевой столбик без накида. 2 воздушные, пропускаем арку после сплита, и в следующую арку между первым и вторым лепестком также провязываем 5 столбиков с накидом. В следующую арку также провязываем 5 столбиков с накидом. У нас идут 10 столбиков подряд, 5 в одну арку, 5 в другую. Две воздушные петли, 1, 2, и в вершину следующего сплита также провязываем рельефный лицевой столбик без накида. 2 воздушные. Так, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 10 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, арка, 1, 2, и в вершину начального или последнего сплита провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Вот так. 6-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 7-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем,
И сюда в арку из 2 воздушных провязываем столбик с накидом. 2 накида. Переходим к группе из 10 столбиков, и вокруг каждого нам нужно провязать по рельефному лицевому столбику с 2 накидами. Заводим крючок вот спереди назад под первый столбик. На группе из 10 провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида. Вокруг следующего столбика также заводим крючок. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 3 столбик. 4 столбик рельефный лицевой с 2 накидами. 5. На лицевой стороне у нас будет получаться косичка рельефная, вот такая бороздка. Так. И еще 5 столбиков вокруг следующих 5 столбиков. 5 рельефных изнаночных столбиков с 2 накидами. Ой, не изнаночных, лицевых. Мы сейчас лицевые вяжем. Но так как мы сейчас вяжем изнаночную сторону, то на лицевой стороне они будут у нас как изнаночные столбики. Но сейчас заводим крючок спереди назад. Так, провязали 10 столбиков. Это у нас лицевая сторона, вот так будет выглядеть. Это изнаночная. Далее накид. И на следующих 2 арках провязываем сплит из 2 столбиков с накидом. С 1 накидом. Первая ножка, накид. В следующую арку 2 ножка. 3 петли, закрываем. 2 накида. И теперь снова провязываем 10 рельефных лицевых столбика с 2 накидами. На следующих 2 арках сплит из 2 столбиков с 1 накидом. Так вяжем до конца ряда самостоятельно. Итак, провязали последние 10 рельефных столбиков с 2 накидами. Накид. И теперь делаем сплит. Первая ножка в следующую арку. Столбик с накидом не до конца. Накид. А вторая ножка в начальный столбик без накида. Закрыли накид. 3 петли на крючке. Закрываем. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом разворачиваем, 2 воздушные петли, еще арка, 1, 2, накид. Переходим к группе из 10 столбиков. Первый пропускаем, во второй вяжем столбик с накидом. 2 воздушные арка, пропускаем столбик в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, делаем 2 накида. И теперь вот у нас такая дуга объемная предыдущего ряда, даже через 1 ряд получается. И вставляем крючок в промежуток. Вот первая группа из 5 столбиков, вот вторая группа из 5 столбиков с 1 накидом. И вставляем крючок вот под эту дугу объемную, в промежуток между группами из 5 столбиков. Давайте еще раз посмотрим повнимательнее. Вот 5 столбиков и вот 5 столбиков.
Вставляем крючок вот под эту объемную дугу. Вытянули ниточку и закрыли 2 раза по 2 петли. 2 петли на крючке осталось. Снова делаем 2 накида, вставляем крючок сюда же под эту дугу, закрываем 2 накида, 3 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Вот видно, за что мы цепляли его, в промежуток. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем 2 столбика с 2 накидами предыдущего ряда. В этот столбик провязан, 2 пропускаем, в следующий вяжем столбик с 1 накидом. Две воздушные. Вот мы здесь пропустили 2 столбика. 1 пропускаем теперь в следующий столбик с накидом. Провязали. Далее накид. Переходим к сплиту из 2 столбиков с 1 накидом и вот вставляем крючок под его вершину. Давайте еще раз. Заводим крючок спереди назад под 2 столбика и провязываем рельефный лицевой столбик с 1 накидом. Накид. Пропускаем следующий столбик и во второй на группе из 10 провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, 1 пропускаем в следующий столбик с накидом. 2 воздушные, 2 накида сделали. И теперь также под дугу вот эту объемную вставляем крючок и провязываем кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый провязали, 2 накида, сюда же вставляем крючок, вяжем второй столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли, закрываем. Две воздушные, накид, пропускаем 2 столбика в следующий столбик с 1 накидом. 2 воздушные, пропускаем 1 столбик в следующий столбик с накидом. Здесь арку теперь не делаем, накид, и под сплит провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Первый из 10 пропускаем вот на этой десятке, во второй вяжем столбик с накидом. 2 воздушные. Итак, продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последний кластер, 2 столбика после него с 1 накидом, делаем 2 воздушные и столбик с накидом в вершину сплита в уголочек. Восьмой ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 9 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем. В следующую арку вяжем 2 столбика с накидом. Накид. В следующую арку также 2 столбика с накидом. И в следующую арку 2 столбика с накидом. Провязали. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, накид, пропускаем следующий
кластер и в арку после него провязываем 2 столбика с накидом и в следующую арку 2 столбика с накидом, 2 воздушные, пропускаем 3 столбика, столбик, рельефный и простой столбик, и в следующую арку после них провязываем 2 столбика с накидом, в следующую арку 2 столбика с накидом, две воздушные, пропускаем кластер и в следующие 2 арки вяжем по 2 столбика с накидом. Две воздушные. Так, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали по 2 столбика вот в 2 арки, и теперь в последнюю арочку также провязываем 2 столбика с накидом и последний кромочный в 3-ю воздушную петлю подъема. Девятый ряд у нас готов. Так, 9-й это, давайте посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно, 9-й ряд. Вяжем 10-й ряд. 3 воздушные петли, разворачиваем, вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, вокруг следующего вяжем рельефный изнаночный, крючок заводим сзади наперед. Вот у нас столбик, крючок, с изнаночной стороны выводим, подхватываем рабочую нить и закрываем попарно. Провязали изнаночный и рельефный столбик, его еще называют вогнутый. Далее вокруг следующего, вот у нас 2 столбика, вокруг первого рельефный лицевой, вокруг следующего рельефный изнаночный, рельефный лицевой вокруг следующего столбика, вокруг следующего рельефный изнаночный. Вот так. Далее в арку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, и в вершину последнего столбика без накида делаем соединительный столбик. Сделали пико из 2 воздушных петель, и еще в эту арку 1 столбик без накида. Вот такое пико маленькое. Далее вокруг следующего столбика провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом, вокруг следующего столбика рельефный лицевой, вокруг следующего рельефный изнаночный, рельефный лицевой вокруг следующего. Так, далее в следующую арку из 2 воздушных петель провязываем столбик с накидом обыкновенный, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку.
накид. Вокруг следующего столбика вяжем рельефный лицевой. Вокруг следующего изнаночный с накидом. Далее лицевой вокруг следующего. Изнаночный столбик с накидом вокруг следующего столбика. Снова подошли к арке из 2 воздушных. В нее провязываем столбик без накида. Пико из 2 воздушных. Сделали 2 воздушные петли и соединяем вершину последнего столбика без накида. И еще один столбик без накида сюда же, в эту арку. Накид. Вокруг следующего вяжем рельефный изнаночный. Рельефный лицевой. Мы уже раппорт повторяем 2 раз. Рельефный изнаночный вокруг следующего. И рельефный лицевой вокруг следующего столбика. И теперь в арку столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом. Вот так. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Провязали последний рельефный лицевой столбик вокруг 2 столбика вот на этой паре. И делаем кромочный столбик, столбик с накидом в вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема. Это кромка воротника. Так. 10-й ряд у нас готов. Вяжем 11-й. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем. Так. В этот же столбик провязываем столбик без накида. В следующий столбик, столбик без накида. В следующий. Еще один. Так, по 2 ниточки. Еще. И последний. Итого мы провязали, считая начальный, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Перескакиваем через пико. Пропускаем после пико 1 столбик и 2. И в 3-й столбик вяжем столбик без накида. 1 провязали, в следующий 2, в следующий 3 и в следующий 4. Подошли к арке из 1 воздушной петли и в нее провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, арочка, и еще 1 столбик без накида сюда же, в эту арку. Далее в следующие 4 столбика по столбику без накида. Теперь набираем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Перескакиваем через пико влево. Отступаем после пико 1 столбик, 2 и в 3, начиная с него, провязываем 1 столбик, в следующий 2, в следующий 3 и в последний перед аркой 4. Подошли к маленькой арке из 1 воздушной петли и в нее провязываем столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида. В следующие 4 столбика снова вяжем по столбику без накида.
5 воздушных, далее идет арка. Вот так. Продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных, пропускаем 2 столбика после пико и в следующие 6 петель провязываем по столбику 1, 2, 3, 4, 5 и подвоздушную петлю подъема. 6 столбик без накида. 11 ряд у нас готов. Вяжем последний 12 ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, накид, и сюда вот в последний столбик без накида провяжем 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля, накид, пропускаем первый рельефный столбик лицевой с накидом и на следующих двух, вот у нас 2 рельефных столбика, провязываем сплит, вставляем крючок под первый столбик, провязываем столбик с накидом не до конца, закрыли накид, 2 петли на крючке, накид, вставляем крючок под второй столбик, закрываем накид, 3 петли, за один прием закрыли. Провязали сплит из 2 рельефных лицевых столбиков. Далее 1 воздушная петля и в следующую арку из 5 воздушных провязываем столбик с накидом первый, 2 воздушные петли и в вершину последнего столбика провязываем соединительный столбик. Сделали маленькое пико. Накид, в эту же арку провязываем второй столбик с накидом и снова делаем такое же пико из 2 воздушных. Сделали 2 воздушные и в вершину последнего столбика соединяем. Третий столбик с накидом в эту же арку, 2 воздушные, соединяем вершину последнего столбика. Так, наверное, ниточка рассвоилась, сейчас я переделаю. Угу. Третье пико готово. 4 столбик, снова пико из 2 воздушных. Так, нитки вот у меня иногда тороплюсь тут. Так, 4 пико, столбик с накидом, 5 пико делаем из 2 воздушных и последний 6 столбик с накидом сюда в эту арку. Вот такой гребешок у нас получается. 5 пико наверху, 1 воздушная петля, накид, и на следующих 2 рельефных лицевых столбиках, вот лицевой первый и второй, вот лицевой, провязываем сплит из 2 столбиков с накидом рельефных лицевых, вставляем крючок под столбик спереди назад, закрыли накид, накид и вяжем вторую ножку под следующий рельефный лицевой столбик. 3 петли на крючке, закрываем, 1 воздушная. Так, подошли к арке из 3 петель, вот у нас такая петелька, и в нее провязываем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. Далее пико из 2 воздушных. Если вам нравится пико побольше, можно из 3 петель делать, но у меня нитки толстые, я люблю маленькие пико. 2 воздушные, вершину последнего столбика соединяем,
накид, и в эту же петельку провязываем еще 3 столбика с накидом. Вот так. 1 воздушная петля, накид. На следующих 2 рельефных лицевых столбиках провязываем сплит. Первая ножка за первый столбик и вторая ножка. 1 воздушная петля, и в следующую арку из 5 воздушных петель провязываем такой же гребешок, 6 столбиков с накидом, и между ними пико из 2 воздушных петель, также вот будет 5 пико. Ну все, принцип провязывания последнего ряда, я думаю, понятен. Вяжем до конца ряда и встречаемся. Итак, провязали последний сплит из 2 рельефных лицевых столбиков, 1 воздушная петля, и в последний столбик без накида провязываем 3 столбика с накидом. Делаем такой полувеер. Так, все, ниточку закрепляем. Отрезаем. Сейчас сделаем петельку для пуговицы. Если вы хотите сделать завязки, также можно присоединить нитку вот в первую начальную воздушную петлю. Набираем цепочку из воздушных петель нужной длины. Но это обычно сантиметров 25-20. И с 2 сторон приделываем завязку. Я хочу сделать петелечку. Для этого также прикрепляем нитку в уголочек. Так. Делаем потуже петельки. Набираем и туда-сюда перехлестываем хвостик, чтобы петелечка была поплотнее. Петли затягиваем сразу потуже, чтобы она была не рыхлая. И хвостик туда-сюда направляем. Меряем, чтобы подходила длина петельки под выбранную пуговичку, чтобы пуговица проходила свободно, ну и не слишком болталась. Так, продолжаем вязать петелечку и потом соединяем, ну, вот в этом месте примерно. Смотрим, чтобы петелька была удобной. Сейчас еще петелечки 3-4 наберу и прикреплю к краю воротничка. Все, доделываем петлю и ставим наш воротничок на блокировку. Фиксируем каждое пико. Не забываем также и вот эти пико вставлять иголочки. Если вы не любите делать блокировку, то отутюживаем с паром с изнаночной стороны, кладем лицевой стороной на махровое полотенце, чтобы наш рельеф не был плоским, сильно не прижимаем. Все, раскрываем каждый элемент, можно вот так его еще потянуть, чтобы столбики все встали на свои места. Вот. Все, давайте доделаем нашу работу и встретимся. Ну вот, я пришила пуговичку красивую в виде брошки. Посмотрите, какой очаровательный воротничок у нас с вами получился. Он даже по длине, по внутреннему краю немножко больше первого моего воротничка. Хотя нитку брала немножечко потоньше и крючок потоньше.
Так что смотрите сами по своей плотности вязания, какую начальную цепочку набирать, какой длины. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!